Посмотрите это видео до конца, и вы больше никогда не будете делать освещение в своих комнатах так, так и вот так. Сегодня мы не будем говорить о стиле, тенденциях и трендах. В этом видео мы затронем один из фундаментальных элементов дизайна интерьера и разберем основные принципы успешного проектирования освещения. Я дам вам несколько рекомендаций, применяя которые вы будете проектировать освещение как настоящие профи. Лэш. Реализуемые дизайн-проекты. Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Лэш Дизайн Интерьера. Я рад приветствовать всех, кто любит дизайн так же, как и я. И если вы здесь впервые, то обязательно подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы первыми увидеть наши новые видео, которые помогут вам понять основные принципы успешного проектирования интерьеров. И если у вас останутся какие-то вопросы, то обязательно напишите внизу в комментариях, и я постараюсь ответить на наиболее интересные из них. Итак, начнем. Чтобы спроектировать дизайн освещения, необходимо разбираться в характеристиках освещения. Каждый источник света имеет факторы или условия для того, чтобы подходить или не подходить для наших комнат. И я расскажу о трех наиболее важных, которые вы должны помнить, прежде чем потратить деньги в месте вроде этого. Цветовая температура. Это понятие используется как метод описания цвета, излучаемого от источника света. Проще говоря, какой он, этот цвет, теплый или холодный. Измеряется свет в кельвинах, а сама единица измерения названа в честь английского физика Уильяма Томпсона, которому было пожаловано звание Лорд Кельвин Ларкский из Айршира. В свою очередь, это название пошло от реки Кельвин, протекающей через территорию университета Глазго, где, судя по всему, он и трудился. Так вот, этот лорд Кельвин создал термодинамическую шкалу для определения длины волны в оптическом диапазоне. В общем, теперь, чтобы нам с вами было проще выбирать лампочки, мы условно делим свет на теплый, нейтральный и холодный. Обычно эта информация написана на упаковке, так что вы без труда с этим разберетесь. Гораздо сложнее понять, какой цвет света для чего использовать. А все дело в том, что мы по-разному реагируем на температуру цвета. Один источник света будет оказывать на нас разное воздействие в зависимости от того, в каком помещении он используется. Так, теплый свет создает уютную, спокойную, гостеприимную атмосферу, помогает расслабиться и чувствовать себя комфортно и безопасно. По своему спектру он близок к огню, что имеет отражение в нашей генной памяти. Огонь для первобытного человека всегда был защитой от хищников, давал еду и согревал жилище. Поэтому такой свет идеально подходит для оформления спален, гостиных и столовых комнат. В общем, любого помещения, где требуется создать расслабляющую интимную обстановку. Нейтральный, мягкий и белый. Это очень приятный и чистый свет, идеально подходит для таких мест, как кухня или ванная комната, или любое другое рабочее пространство. Его еще называют дневным светом. И если вы планируете освещение у макияжного столика, то обязательно выбирайте нейтральный белый свет. Таким образом вы будете видеть, как будет выглядеть ваш макияж при дневном свете. Холодный свет чаще всего используют в нежилых рабочих пространствах, таких как, например, офисы, больницы или торговые центры, для создания общего освещения. Важно правильно подобрать угол рассеивания. В зависимости от того, как будет использоваться источник света, углы измеряются в градусах, и чем этих градусов будет меньше, тем более сфокусированным будет луч света. Лампы и светильники с углом до 60 градусов формируют концентрированный пучок, направленный на определенный объект или локальную зону помещения.
Такие светильники подходят для рабочей зоны на кухне или позволят хорошо осветить полки с одеждой в гардеробной или выделить какой-либо объект в интерьере, например, картину или предмет декора. Широкий угол, напротив, подойдет для освещения большой площади и даст более общий и мягкий свет. Лампы с показателем 90-360 градусов сформируют рассеянный световой поток для равномерной освещенности. Источник света с характеристиками от 60 до 90 градусов универсальны. В бра и торшерах они создадут мягкое рассеянное освещение. Также они используются в светильниках общего света, размещенных группами на потолке. Люмины, или проще говоря, яркость света. Чем выше значение люмен, тем ярче будет светить лампочка. Эти значения нужны для того, чтобы вычислить средние показатели норм освещенности для разных помещений. Так, например, кухни и жилые комнаты примерно используются 150 люмен. Санузлы, коридоры и подсобные помещения можно использовать 50 люмен, ну и так далее. Теперь, прежде чем выбирать светильник, вы будете знать, на какие параметры и в зависимости от каких задач нужно обращать внимание. Но этого еще недостаточно, чтобы проектировать освещение как настоящий профи. Вы никогда не обращали внимания на то, что когда ходишь по Икее, смотришь все эти маленькие стенды и прямо-таки начинаешь думать, достаточно только купить вот этот стеллаж, или это чудесное креслице, или этот коврик, и можно будет сделать в своей маленькой комнате, в темной прихожей, так же уютно, как и здесь. А в спальне будет здорово засыпать и радостно просыпаться. Но почему-то так не получается. А получается как-то вот так. В чем же секрет? Секрет состоит в том, что дизайнеры магазина умело используют освещение, чтобы добиться нужного результата. Именно на свет мы и не обращаем внимания, мы воспринимаем всю концепцию в целом. Профессиональные дизайнеры используют такую концепцию светового дизайна, как многослойность или разноуровневость света. Хороший дизайн освещения получается тогда, когда вы смешиваете все эти уровни. Верхний свет. Общее или окружающее освещение. Оно предназначено для создания равномерного освещения всего помещения. К нему относят люстры, споты, шины. Этот цвет, как правило, задает нам общий тон всего помещения. Первый средний, как правило, это свет, отраженный от каких-либо поверхностей, стен, декоров или фактурных поверхностей. Такой свет подчеркивает фактуру материалов, создает глубину и характер. Это могут быть бра, подвесы, картинные подсветки. Верхний и первый средний уровень может использоваться и в качестве акцентного освещения для выделения каких-либо деталей и создания фокуса на них. Например, это могут быть картины или интерьерные детали. Второй средний – это торшеры и настольные лампы, прикроватное освещение. Как правило, это освещение является рабочим или функциональным. Помимо своей утилитарной функции освещать книгу или бабушкино вязание, такое освещение дарит дополнительный уют и создает неповторимую атмосферу. Освещение рабочего пространства – очень важный элемент общего освещения, потому что от того, насколько грамотно оно будет спроектировано, будет зависеть ваш ежедневный комфорт во время чтения, письма или просто приготовления пищи, ну или какого-то другого вашего хобби. Нижний уровень – это подсветка лестниц, напольные светильники. Такой свет используется как дополнительное или декоративное освещение. Грамотно спроектированное освещение делает вашу квартиру функциональной, и вы сможете использовать ваши комнаты под разные задачи, и принимать гостей, и проводить время за своим любимым занятием, делать уроки с детьми и отдыхать. Но помните, что хороший дизайн – это не только функция в чистом виде, это еще красота и эстетика. Поэтому выбирайте такие светильники,
которые дополнят и подчеркнут стиль и индивидуальность вашего интерьера. Свет обладает удивительной силой и магией. Он может сделать даже самый простой интерьер загадочным и глубоким. Он может изменять пространство и оказывать влияние на людей. Теперь и вы обладаете этой магией.